Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PS. Пришло время поговорить про UFL. В прошлом ролике мы говорили про голос, теперь пришло время поговорить про проект от белорусских разработчиков. Благо, поводами они все еще делятся, и поэтому нам есть о чем поговорить. В частности, о новых партнерствах, о новом партнере игры и о приближающихся геймплейных кадрах. Но все это мы разберем поподробнее чуть позже, а перед началом я напоминаю, что неплохо было бы поддержать данный ролик своей активностью в виде комментария под этим роликом и, что немаловажно, вашим пальцем вверх, поскольку именно ваша активность помогает продвижению ролика, ну и канала соответственно. А учитывая, что в последнее время YouTube прям по полной срезает просмотры, ваша активность нужна прям как воздух, поэтому не поленитесь. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Ну а если вы на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов на нашем канале. Ну а мы приступаем. Итак, новый испеченный симулятор продолжает делиться новостями по новым партнерствам, и не так давно UFL объявила нового партнера, на этот раз из Турции. И не какой-нибудь там Истанбул, а целый Бешикташ. Между прочим, на минуточку, это чемпион прошлого сезона в Турции, так что в компанию нынешних партнеров UFL, где уже находится Шахтер, Монако, Спортинг и другие, присоединяется Бешикташ. Стоит также отметить неплохой синематик, который они выпустили вместе с этим объявлением, и в очередной раз отмечу, что графика намного лучше того, что нам представили Konami в своих трейлерах. Ну, просто разница, налицо. Это даже стыдно сравнивать, если честно. Поэтому за что стоит респектануть разработчикам UFL, так это за их рекламную кампанию. Здесь просто пятерка с плюсом. Ну и на этом наш разговор о потенциальных партнерствах не заканчивается, поскольку не так давно официальный аккаунт игры объявил, что в январе мы увидим первые геймплейные кадры. И все бы ничего, если бы в комментариях под этим постом не объявились клубу партнера. Ну, обычное дело, скажете вы. Но помимо них в комментариях объявился и сам Криштиану Роналду. К сожалению, я лично не смог найти его комментарий в Инстаграме, возможно, он уже удален к тому моменту, как я записываю этот ролик, однако скриншоты сохранились. И как вы наблюдаете, он оставил небольшой смайлик с выпученными глазами, и возможно, что это еще один намек на то, что Криштиану станет партнером новой игры от белорусских разработчиков. И таким образом он присоединится к Бобби Фермино и Александру Зинченко, которые уже являются официальными амбассадорами UFL. Ну а как думаете вы, стоит ли ожидать Криштиану в качестве партнера новоиспеченного симулятора? Обязательно отпишите в комментариях. Ну и как я заявил чуть ранее, разработчики проанонсировали во всех своих соцсетях, что 27 января 2022 года мы наконец-таки увидим первые геймплейные кадры UFL. Они это презентуют как онлайн-ивент, то есть, судя по всему, нам должны рассказать какую-то информацию по игре, ну и где-то в конце покажут пару-тройку кадров, которые, возможно, толком нам ничего не объяснят, но, по крайней мере, создадут хотя бы первое впечатление об этом проекте и в целом, что от него стоит ожидать, поскольку даже такого мнения пока что нет. Поэтому, несмотря на все громкие заявления, я бы не стал ожидать, что 27 числа нам покажут какой-то часовой геймплей UFL. Скорее всего, пара-тройка кадров, и то, скорее всего, отрендеренные, поэтому в лишний раз надежды не стройте. Как говорится, готовьтесь к худшему, чтобы потом было не так обидно. Ну а как думаете вы, как много геймплейных кадров нам покажут 27 числа? Обязательно отпишите свое мнение в комментариях. И как-то вот так. Признаюсь честно, в последнее время за UFL действительно стало интересно наблюдать, поскольку те же самые партнеры, рекламная кампания, графика и весь тот подход команды Strikers, он на самом деле подкупает. Особенно после того несчастного маркетинга со стороны Konami и eFootball. Честное слово, просто небо и земля. Поэтому ждем с нетерпением, ожидаем ближайшего анонса Роналду в качестве нового партнера и продолжаем следить за проектом от белорусов. Ну а вам, дорогие друзья, предлагаю проследовать комментарии под этим роликом и обязательно отписать свое мнение по всему услышанному. Помимо комментария, не забывайте поддерживать данный ролик своими лайками, поскольку это также немаловажно, и ваша активность помогает в столь непростое время. Ну а если вы находитесь здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов на нашем канале. У меня же на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр этого ролика. Услышимся уже очень скоро, поэтому не прощаюсь.